Как создать свою игру? Что для этого потребуется? Кто будет в нее играть? И как ее продвинуть в индустрии? Этими вопросами задавался любой самостоятельный начинающий разработчик. Приветствую, разработчики, на связи Cyberstars Entertainment. В этом видео мы разложим все по полочкам. Данное видео разделено на 4 главы. Первая – основы. Здесь мы разберем, с чего начинается любая игра. Во второй главе проведем обзор на лучшие игровые движки. Третья глава посвящена созданию контента. На чем создавать 3D и 2D графику, как и на чем разрисовывать модели. Разберем, как создается анимация, поговорим про пользовательский игровой интерфейс, затронем создание звуковых эффектов. И в четвертой главе разберем, как собирается игра, после чего подведем итоги. В последующих видео мы будем разбирать, откуда брать идеи для своей игры, где брать ресурсы для игры, как собрать команду, продвижение и пиар, как заработать на своей игре и прочие темы, связанные с разработкой игр. Глава 1. Основы. Вы наверняка играли много в игры, и вам это нравилось. И вот вы, собрав мысли в кулак, решили: я буду создавать игры, и это станет моим заработком, либо просто хобби. И чтобы создать свою игру и про нее все узнали, вам потребуется имя. Громкое имя. Имя как разработчика. Но поскольку на данном пути навряд ли у вас такое есть, то придется его нарабатывать. Основное, что нужно для создания своей игры, это идея и знания. Ну и, естественно, время. Про то, где брать идеи, я расскажу позже. Итак, первое, что вам нужно, это как-то зафиксировать свою идею. Создать дизайн-документ, диздок. Проработать игровую механику – это то, что должен делать игрок в игре. Придумать красивое недлинное название. Определиться с жанром. Выбрать подходящий стиль игры. Два основных направления – это реалистичная графика и казуальная. Если это будет сюжетная игра, то необходимо прописать сценарий и придумать лор. Лор – это история вашей игровой вселенной. Также проработать сеттинг. Сеттинг – это окружающая среда, в которой происходят действия. Дизайн-документ можно создавать любым удобным для вас способом. Это может быть что угодно. Записи от руки, зарисовки, мысли, записанные на стенах, либо банально в Word. И вот, предположим, у вас уже есть идея. Какие знания нужны для ее реализации? Вы должны уметь программировать, но это не совсем обязательно, об этом чуть позже. Так вот, желательно знать языки диалекта C, C++ или C#, ну или Java. Кстати, на нем изначально создавался Minecraft. Затем подучить какую-нибудь 3D-библиотеку, наподобие DirectX или OpenGL. Затем просто открыть блокнот и написать свой Tetris с рейтрейсингом, либо просто змейку. То есть знаний основ одного из языков программирования вам не хватит. Это называется процедурное программирование. Вы сможете написать разве что консольный калькулятор. Поэтому нужно подключать дополнительные библиотеки API для работы с 2D или 3D графикой, звуком или вводом-выводом данных с периферии, то есть с клавиатуры и мыши. Еще не нужно забывать про объектно-ориентированное программирование. Здесь получается, что вы создаете игру с нуля. И сделать что-то серьезное будет долго, сложно, и вообще так никто не делает, потому что это дорого. Я имею в виду разработку в команде или в студии. И вот, чтобы облегчить жизнь разработчика, были придуманы игровые движки. Глава 2. Игровой движок. Игровой движок – это такая компьютерная программа с готовыми инструментами, куда вы просто закидываете ресурсы, 3D-модели, текстуры, звуки, потом это все программируете, и на выходе получается игра. Редактор движка включает в себя набор различных модулей. Один из основных – это рендер, то, что отрисовывает, визуализирует графику. Все, что вы видите у себя на экране, это результат работы конвейера визуализации, он же рендер пайплайн. Про него вы можете посмотреть отдельный обучающий ролик у нас на канале. От технологичности рендера и его шейдеров и зависит крутость графики. Саму графику уже сложно отличить от реальной жизни, но поскольку в играх ее нужно отрисовывать в реальном времени, не все компьютеры пользователей способны это сделать, поэтому разработчики вынуждены подстраиваться под рынок комплектующих. Также игровой движок включает в себя модуль работы со звуком, с физикой, волосами,
материалами, редактор для создания UI/UX дизайна, то есть для пользовательского игрового интерфейса, создание частиц. На частицах обычно создают дым, искры или огонь. Даже можно имитировать воду. Еще присутствует модуль для работы с искусственным интеллектом, для работы с анимацией, а также на движках можно создавать кинематографические сцены, то есть попросту кино на основе 3D-графики. Ну, само собой, это нужно как-то программировать. Это может быть язык программирования C++ или C#. Также можно подключать другие. Конечно, помимо основного языка программирования, в редакторе к нему надстраивается API самого игрового движка. Это различные дополнительные библиотеки для внутренней работы с контентом. Вы можете писать код, используя IDE, это среда разработки по типу Visual Studio, либо визуальное программирование в рамках самого движка. Здесь вместо кода вы манипулируете блок-схемами, которые называются узлы, ноды. Это облегчает порог вхождения. Конечно, обычно это не отдельный язык программирования, а просто визуальная надстройка над основным. Чем продвинутее игровой движок, соответственно, тем больше у него модулей и возможностей у этих модулей. Движки бывают разные, платные и бесплатные, для 3D или только для 2D игр, мультиплатформенные, то есть под разные устройства, закрытые, open source, это значит с открытым исходным кодом, который вы можете переписывать как угодно, тем самым модернизировать движок под себя. Но в open source тоже есть различные виды распространения контента. Обычно, если движок бесплатный, то вы платите роялти, небольшую сумму, после того, как ваша игра заработала определенное количество денег. Какие игровые движки есть на рынке? И один из таких — это его величество Unreal Engine 4. Конечно, правильно говорить Engine, но да ладно. Как раз его и используют при съемках в фильмах. Ну и, конечно же, делают игры. В общем, его используют для любой реалистичной визуализации, как для создания интерьеров, какого-то дизайна, так и для игр. Логика в нем строится на визуальном скриптинге Blueprint или на C++. Движок имеет открытый исходный код. И уже вышла 5-я версия этого движка. По сути, это доработанный Unreal Engine 4. Уроки и проекты 4-го Unreal подходят под 5-й. Unreal Engine 4 я также подробно разбираю в отдельных уроках. Еще есть Unigine. Это 3D-движок от российских разработчиков, от одноименной компании Unigine. Его возможности были представлены в бенчмарке Heaven в 2009 году. Бенчмарк, для тех, кто не в курсе, это тестовый рендер, который запускает динамическую сцену и выводит статистику нагрузки на компьютерное железо. Раньше этот движок был исключительно коммерческий, его использовали для коммерческой визуализации, и теперь его бесплатная версия появилась в общем доступе. Логика в нем пишется на C++ или на C#, либо можно использовать Unigine Script. Далее идет Unity, один из популярнейших движков от компании Unity Technologies. Он также отлично подходит для двухмерных игр. И его визуальная часть в 3D тоже достигла высот. Логика в нем пишется на C#, либо можно установить дополнение в виде нодового скриптинга наподобие Blueprint под названием Bolt. Его можно скачать бесплатно из Asset Store. Следующий движок — это Godot. Это набирающий популярность 3D-движок с открытым исходным кодом, как и Unreal Engine 4, разрабатываемый сообществом различных разработчиков. Игры на нем создаются с помощью собственного высокоуровневого языка GDScript, он же Godot Script, синтаксис которого напоминает язык Python. Есть возможность использовать C++, D и Rust и другие языки через систему GD Native. И язык D — это прямой потомок C++, только существенно доработанный. Начиная с версии 3.0 также поддерживается визуальное программирование на Visual Scripting. Godot можно скачать через Steam. Следующий — это CryEngine от компании Crytek. Это отлично оптимизированный 3D-движок, на котором создавались игры такие как Far Cry и Crysis, ну еще MMORPG Ion и другие игры. Он поддерживает языки C++, Lua и C#. И последний — это Lumberyard от компании Amazon, создан на архитектуре CryEngine, которая была лицензирована у компании Crytek в 2015 году. Поддерживает C++ и Lua. И в нем тоже доступен визуальный скриптинг, скрипт Canvas. На нем создается Next Gen MMO Star Citizen, правда уже на модифицированной его версии. Star Engine, так называют его разработчики внутри студии. Движок имеет интеграцию с веб-сервисами Amazon, что позволяет разработчикам создавать или размещать свои игры на серверах Amazon. Также есть интеграция с Twitch.
Все перечисленные движки являются бесплатными и кроссплатформенными, и все они способны работать с рейтрейсингом. На них можно создавать игры как и для ПК, так и для приставок или мобильных устройств. Также имеется поддержка очков виртуальной реальности, и способны эти движки запускаться на различных операционных системах. Конечно, еще и Source, ID Tech, Frostbite и еще куча других. Но они закрыты от общественности и используются внутри студий. Конечно, это не все движки, есть еще много других. Stride, Game Maker Studio, 3D Game Studio — это уже менее популярные бесплатные движки, но все перебирать мы не будем. Это уже достойно отдельного ролика. И отдельно можно вынести игровые конструкторы наподобие Core. Это бесплатная онлайн-игра со встроенной системой создания игр. Что-то подобное есть на смартфоны. Да-да, игры можно делать прямиком на телефоне с помощью приложения Pocket Code. Из всех перечисленных движков балом правят Unreal Engine и Unity. Они оба бесплатные и довольно-таки мощные. Unity лучше подходит для 2D или мобильных игр, а Unreal Engine для крупных 3D проектов с красивой Next Gen графикой. Хотя на нем также можно делать 2D игры для смартфонов. Просто он слишком громоздкий для очень простых игр. Если с движком вы определились, можем переходить к следующему пункту. Это создание контента, ресурсов для игры. Глава 3. Игровой контент. Если движок — это среда разработки, в которой вы импортируете ресурсы, то возникает вопрос, где брать эти ресурсы. Все эти 3D-модели, персонажи, анимации. Конечно, их можно просто скачать из интернета, но обычно к таким движкам, как Unreal Engine или Unity, пристраивают магазины готовых ассетов. У Unity это Asset Store, а у Unreal Engine Marketplace. Там вы можете найти различные паки, коллекции нужных вам моделей, звуков, текстур или готовых скриптов. Это все уже настроено под движок. Есть как платный контент, так и бесплатный. Также здесь вы можете зарабатывать, продавая свой контент. Минусом таких готовых ассетов может быть то, что они не всегда подойдут вам по стилистике или качеству. И собирая игру полностью из готовых ассетов, у вас может получиться сборная солянка, а не игра. Особенно если вы используете бесплатные ассеты. Чтобы ваш проект выглядел более уникальным, лучше создавать свой внутриигровой контент. Какое программное обеспечение может для этого потребоваться? Первое, чтобы создавать 3D-модели, нужен какой-то 3D-редактор, он же 3D-пакет. Разберем, какие есть основные. Первый, 3ds Max. Это одна из старейших программ по 3D-моделированию. Стандарт индустрии. Все крутые плагины сперва выходят на 3ds Max, и уже потом постепенно внедряются в другие 3D-пакеты. Отчего со временем 3ds Max стал громоздким, и его старые болячки качуют с одной версии в другую. Эта программа больше подходит для моделирования правильных неорганических форм. Это архитектура или техника. В общем, для твердотельных объектов. Второй 3D-редактор — это Maya, от авторов 3ds Max, это компания Autodesk. Эта программа лучше подходит для создания анимации. Третий 3D-редактор Cinema 4D от компании Maxon отличается более удобным интерфейсом, больше подходит для создания cinematic роликов или анимированных заставок. Может работать в симбиозе с After Effects. Все перечисленные программы имеют схожий функционал, на них всех можно моделить. Различие в том, что у этих программ по-разному проработан инструментарий, поэтому опытные разработчики, например, могут создавать модель в 3ds Max, затем ее экспортировать в Maya и уже там работать с анимацией. На перечисленных программах будет неудобно создавать персонажей, поэтому для органики существует отдельный класс 3D-редакторов для работы с так называемым цифровым скульптингом. Это выглядит как лепка из пластилина. Она может быть полигональная или воксельная. И здесь стандарт индустрии ZBrush. Подобные программы отлично подходят для создания персонажей или каких-то существ. Аналог ZBrush — 3D Code. После того, как вы создали 3D-модель, на нее нужно наложить текстуры. Как-то ее раскрасить. Для наложения текстур у 3D-моделей существует специальная развертка – UV-карта. Это как шкурка или выкройка. Попросту обвертка с координатами, которые указывают, где какой кусочек текстуры рисунка лежит на поверхности модели. Ну так вот, можно просто взять эту UV-карту, экспортировать в какой-нибудь 2D-редактор, например, Photoshop, и там просто разрисовать. Но это неудобно, могут быть несостыковки на швах, и больше подойдет лишь для простых моделей. Лучше это делать непосредственно на самой 3D-модели. Для этого существует специальный класс программного обеспечения.
И здесь стандарт в индустрии — это Substance Painter. С помощью него можно наносить рисунок непосредственно на поверхность самой 3D-модели, добавляя бамп, они же нормали. Это такой эффект выпуклостей, что-то вроде объемной текстуры. Также здесь добавляются блики, шероховатости или потертости. Подобные эффекты разделяются на слои, они же карты. И получается, что одна карта отвечает за блики, другая за выпуклости или даже свечение в некоторых местах. Аналог Substance Painter — это тот же 3D-Code. Помимо скульптинга, в нем также можно текстурить. И вот специально, чтобы не качать большое количество программ и постоянно не перекидывать свою работу с одной программы в другую, я вынес отдельно от всех 3D-пакет Blender. Когда-то это была малоизвестная, простейшая программа для инди-разработчиков. Также Blender был 3D-игровым движком, но от этой идеи отказались. Теперь это замороженный подпроект Blender, но при желании на нем все равно можно создавать игры. И вот Blender стал делать огромные шаги в развитии. Он обзавелся новыми инструментами и оптимизацией. Сама программа занимает мало места и быстро загружается. Blender — это универсальный инструмент. В нем вы можете реализовать полный цикл производства 3D-модели, то есть полный пайплайн. Для этого здесь есть отдельные вкладки редактора. Здесь есть полигональное моделирование, анимация, скульптинг и текстурирование. Конечно, здесь можно сказать, что отдельные программы имеют более расширенный инструментарий, но наряду с этим Blender стремительно развивается. И здесь вишенка на торте. По сравнению с предыдущими 3D-пакетами, Blender бесплатный. И также можно добавить программу для создания воксельной графики. Magica Voxel. Эта программа проста в обращении, своего рода пиксель-арт только в 3D. Создавать 3D-модели можно и на смартфоне. Таких программ на самом деле уже немало. В них можно анимировать, текстурировать и делать скульптинг. Все мы рассматривать не будем. Одна из представителей таких программ — это SDF 3D. Что касается анимации. Есть два вида анимации. Первая, самая простая, это покадровая. Вы фиксируете ключевой кадр, как-то видоизменяете модель, затем переключаетесь на другой кадр, вновь видоизменяете модель, и потом при воспроизведении получается динамика. И если углубиться в подробности, вы берете какой-нибудь параметр объекта, например, rotate, разворот, фиксируете его параметры с помощью ключа на таймлайне, затем на таймлайне передвигаете каретку в нужную область, где будет завершаться анимация. Меняете параметр rotate, например, с 0 на 90 градусов, и вновь фиксируете это ключом. И промежуточные кадры между этими ключами будут автоматически подстраиваться. Таким образом и получается анимация. Таким способом одинаково анимируются 3D и 2D объекты. Для 2D игр существует более примитивный способ. Вы берете несколько заранее подготовленных изображений и создаете покадровую анимацию. Это может называться флипбук. Здесь просто картинки быстро меняются. Раньше так создавалась мультипликация. Нужно было каждый кадр отрисовывать вручную. Разве что задний фон оставался статическим. И второй продвинутый способ — это анимировать с помощью скелетной анимации. Сперва делается риггинг. Это Animation Setup, подготовка к анимации. В 3D-редакторе создается скелет из иерархически зависимых костей, и затем этот виртуальный скелет присоединяется к 3D-модели. То же самое можно делать и в 2D-анимации. И после того, как вы настроили скелет, можно делать покадровую анимацию, как в первом способе. Только здесь вы меняете местоположение суставов, а остальные части скелета уже двигаются в зависимости от иерархической связи между костями. Перечисленные виды анимации можно делать в любом 3D-пакете, наподобие 3ds Max или Blender. С помощью скелетной анимации не обязательно анимировать только персонажей. Для быстрого создания персонажей можно использовать такие программы, как DAZ Studio, Adobe Fuse или Make Human. Но здесь вы скорее просто настраиваете пропорции тела и используете шаблоны. Готовых персонажей можно взять с сервиса Mixamo. Также там есть готовые скелетные анимации. Если необходимо реализовать сложную анимацию, прыжки или перекаты, то в студиях используют специальный костюм для захвата движения Motion Capture, сокращенно Mocap, и с помощью камер делают захват точек. Ввиду дороговизны этих костюмов, они не всегда доступны для инди-разработчиков.
Технологии шагают вперед, и сейчас для захвата движения достаточно одной камеры, или даже просто видеоролика, и специального программного обеспечения, наподобие сервиса deepmotion.com. Контент можно создавать прямиком в редакторе Unreal Engine, но для этого потребуется установка расширений, благодаря которым вы сможете создавать 3D-модели, анимировать и текстурировать. Пользовательский интерфейс, сокращенно UI, User Interface. Это различные кнопки, прогресс-бары, отображающие ХП и прочее. Интерфейс может быть графический, звуковой или тактильный. К играм можно отнести графический. Это может быть казуальный интерфейс, какой-то серьезный и проработанный, либо простой лаконичный. В графический UI входит цветовая палитра интерфейса. Здесь желательно не использовать больше 3 цветов. Это также кнопки, прогресс-бары, анимация и иллюстрации, а также шрифты. UI UX дизайнер – это отдельная профессия. UX – User Experience – тот опыт, который пользователь получает во время использования интерфейса. Порой некоторые игры только и состоят из интерфейса. Если UI это просто дизайн и анимация интерфейса, то UX отвечает за расположение UI и его адаптивность. Какие эмоции он вызывает у пользователя. Порой цель UX дизайна – это создать дружелюбный интерфейс, который будет понятен любому пользователю. Создаются все эти кнопки в любом 2D графическом редакторе наподобие Photoshop, и затем из этих картинок все это собирается и анимируется в редакторе игрового движка. Про то, как и где рисовать 2D графику, мы поговорим далее. 2D графика. 2D графику можно использовать для создания UI или 2D игр на основе спрайтов. Спрайт — это двухмерный графический объект. В большинстве случаев это растровое изображение. Обычно большое количество спрайтов объединяется в один спрайтбук. 2D графика может быть растровой, то есть это набор разноцветных пикселей. Такое изображение при приближении теряет качество. Здесь подойдет Photoshop и навыки художника, ведь вам придется рисовать кистями. Следующий способ полегче – это векторная графика. Здесь вы рисуете с помощью кривых и затем заливаете контур цветом или плавным переходом между цветами градиентом. Такое изображение при приближении не теряет качества, но для игр оно все равно растрируется в JPEG или PNG. Такой вид графики хорошо применять в веб. Здесь стандарт индустрии – это программа Adobe Illustrator. Его аналоги CorelDRAW и Sketch. И третий, самый простой вид 2D графики – Pixel Art. Это растровое изображение. Можно также создавать в Photoshop, либо в специальной программе A-Sprite. В ней также можно делать раскадровку для анимации. Звук. В крупных студиях звуком занимается саунд-дизайнер или продюсер. Некоторые звуки записываются на микрофон или генерируются с помощью программного обеспечения. Для генерации 8-битных звуков можно использовать BIF-XR. А для написания музыки или серьезных звуковых эффектов можно использовать Fruity Loops, Ableton, Logic или Cubase. И помните об авторских правах, когда качаете музыку из интернета. О ее использовании нужно договариваться с автором. Либо искать royalty free. Это музыка для свободного распространения. Авторские права перестают действовать спустя 70 лет после смерти автора. Если, конечно, эти права не были переданы. Глава 4. Сборка. Все готовые ресурсы в дальнейшем импортируются в игровой движок, и уже там из них собирается игра. Внутридвижковыми инструментами создается скелет карты, это ландшафт или BSP-геометрия. Левел-дизайнер наносит текстуры, настраивает освещение и расставляет объекты. Motion-дизайнер настраивает анимацию, саунд-дизайнер звук, и программисты все это дело заскриптовывают, создают игровые механики и искусственный интеллект. В крупных студиях таких должностей еще больше. Это сценаристы, нарративщики, художники, тестировщики и пиарщики. Созданием всей игры руководит гейм-дизайнер. Если речь идет о инди-разработке, то все эти роли может выполнять один человек. Инди означает independent, независимый. По завершению игра компилируется в конечный билд. Это может занимать большое количество времени.
И в зависимости, для какой платформы вы собираете проект, потребуется дополнительный SDK по типу Visual Studio или Android SDK. При создании игры грамотно организовывайте файловую систему, чтобы в дальнейшем в ней не запутаться. Не нужно сразу пытаться создать большую игру с красивой 3D-графикой. Начните с чего-то простого или 2D. Такой проект вы сможете завершить за короткий период времени, и он вам не надоест. Плюс получите опыт. Всегда делайте резервное копирование своего проекта. Мало ли что случится. Можете хранить эту копию на отдельном жестком диске, в облаке или на репозитории GitHub. И помните, лучше учить основы, нежели постоянно повторять за туториалами, по типу как создать дверь, лифт, персонажей и так далее. От подобной практики у вас всегда будут появляться новые вопросы. И еще, придумать игру не составляет большого труда, а вот реализовать все это сможет не каждый. Если вы начинающий разработчик, либо у вас есть какие-то вопросы, или вы просто создаете свою игру, то присоединяйтесь к нашим социальным сетям, либо к Discord-сообществу, обычно в нем больше активностей. В следующем видео мы подробно будем разбирать, откуда брать идеи для игр. Подписывайтесь на Cyberstars Entertainment, здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях.